Привет, привет, с вами Алена, и сегодня у нас немножко необычный случай. Ну, во-первых, хочу сразу сказать, это не обучающее видео, а просто демонстрация нашей работы. За работой мастер Елена, и тут у нас произошел вот такой сюрприз. Как видите, из-под ногтя пошел гной. Вот такая вот неожиданность. Рассказываю предысторию, то есть пришла девушка, жалуется, что пустота не прирастает, то есть вроде как анихолизис. Но, к сожалению, клиенту так сказать, со своей колокольни не всегда понятно, что что-то идет не так. Для них пустота и пустота. И, конечно, пока не полезешь, вряд ли будет вообще в принципе понятно, что там происходит. И вот в тот момент, когда Лена Кюретка начала проверять, что же там мешает прорастать ногтю и что скопилось под ним, она выясняет, что там, оказывается, есть гной. Вот это, конечно же, да. Это было что-то с чем-то. Ну, в общем, наши действия будут следующие. Мы в стандартном режиме зачистим. Обязательно следует помнить, что должны быть соблюдены все этапы стерилизации, то есть инструмент должен быть стерильный. Это обязательно, потому что нужно понимать, что здесь уже идет работа, ну, так сказать, с открытыми ранами, если можно так выразить. То есть мы с вами все прекрасно понимаем, что если есть гной, то там идет воспаление, значит, иммунитет сильно снижен, местно как минимум. И это значит, что ситуация уже такая dangerous, как говорится. Как видите, там что-то скопилось. Клиентка жаловалась на вероятность того, что у нее неправильно подобрана обувь, и она ей давит. А давление, собственно говоря, и создавала вот эта вот вся кожа, вот эти вот остатки засохшей кожи, ногтевого ложа, вот все, что мы сейчас здесь срезаем. Срезаем, кстати говоря, пряморежущими кусачками. Инструмент у нас, как всегда, в работе от Nippon Nippers. Делаем стандартную зачистку анихолизиса мелкими шажками, потихоньку, медленно, потому что был дискомфорт, опять-таки, по причине воспаления. И дальше будет картина тоже такая не для слабонервных, но на самом деле прям ничего такого критично страшного, но мы назначили ей гипертонические ванночки с солью и также порекомендовали использовать левосин. Если через 3 дня не будет улучшений и все останется как есть, то, конечно, мы ее отправим к хирургу. А сейчас пытаемся справиться своими силами. Мы продолжаем делать зачистку. Как видите, шажочки очень-очень маленькие, и дальше нам в помощь будут уже фрезы. Вот здесь вот видно очаг воспаления, то есть то место, где у нас был образован гнойный мешочек. Самое главное здесь сейчас снять вот эту вот нагрузку, вот это давление, которое вызывало трение, ну и вследствие чего шло воспаление. То есть вы представляете, да, собирается вот эта сухая кожа, сверху давит ноготь из-за того, что обувь не совсем верно, скорее всего, подобрана по размеру. Все это при ходьбе, при каждом шаге натирает дальше и дальше. Ну и вот вам, пожалуйста, результат. Ну это, так скажем, худший вариант того, что может произойти с вами при анихолизисе. Хотя, может быть, и не худший, да. Всегда есть вероятность того, что кто-то заведется, кто-то там будет жить. По поводу того, если здесь какая-то зародившаяся жизнь, сказать тоже не могу. Опять-таки нужно сдавать анализы. Но о каких анализах может идти речь, когда у человека идет воспалительный процесс? Перво-наперво нужно, естественно, этот самый воспалительный процесс прервать. То есть, чтобы все у нас успокоилось, а потом уже будем говорить об анализах. И, конечно, в конце нужно будет нанести дышащую повязку. Ну, а пока Лена продолжает свою работу, я бы хотела обратиться к женщинам, мужчинам, девушкам, девочкам, мальчикам. В общем, все вы, кто является нашими клиентами, и особенно все вы, кто стесняетесь очень часто обратиться к специалисту за помощью. Я вас просто призываю к тому, чтобы не затягивать. То есть, как видите, клиенту не всегда ясно, что же с ним происходит. Ну, пятнышко и пятнышко. Ну, пустота и пустота. И многие думают, что ладно, само как-нибудь пройдет, и это случится не со мной. Но на самом деле, если обратиться в срок, то можно многих последствий пагубных избежать достаточно легко путем простой зачистки. То есть, если бы сразу здесь девушка обратилась к нам или к другим специалистам, я, во-первых, ни в коем случае не призываю ходить только к нам, мы вообще не единственные на этой планете, кто такие вещи делает. Ну, в общем, я к чему клоню. То есть, если бы она вовремя обратилась на зачистку и все это дело не усугубилось, и так бы ей не натирало, то, конечно, никакого бы воспаления не было, и вот этой вот картины, которую вы сейчас можете наблюдать, конечно, бы не случилось. Но вполне возможно, она подумала, что само как-нибудь пройдет, либо вообще постеснялась. Вот у меня сегодня была клиентка, которая ходила с анихолизисом
Слушайте, ну не соврать бы, где-то с полгода, потому что она такая думала, что ну как-то неудобно об этом говорить вроде как. Причем она не делает покрытие, там ничего такого. Просто купила неудачную обувь, и тоже у нее трещина по 2 пальцам. И это видео, кстати говоря, я для вас тоже сегодня сняла. Оно совсем скоро появится на канале. Ну, а мы возвращаемся к работе мастера Елены. Как вы видите, она промывает сейчас, чтобы убрать там всякую пыль, все вот это ненужное, медленно, спокойно все это прочищает. Кстати говоря, видео сейчас без ускорения. Я бы хотела показать, ну, реальное время работы с таким пальчиком. По-моему, здесь около 10 минут неспешной работы, потому что все-таки еще нужно с клиентом разговаривать, и клиента нужно успокаивать. То есть нельзя просто давить своим профессионализмом и делать то, что тебе нужно. Конечно же, нет. Нужно всегда объяснить человеку, что ты собираешься с ним делать, что ты не хочешь делать ему больно, что все будет только с его согласия. Очень-очень осторожно. Потому что рассказы о том, что мне однажды делали зачистку, я держалась зубами за кресло, и вообще я так боюсь, налейте мне коньяка. Ну, это, конечно, жуть. Мне всегда таких людей очень жалко, но, к сожалению, я с таким сталкивалась. Поэтому не забывайте о, ну, не то чтобы клиентоориентированность, такое заезженное немножко слово, да, но просто не забывайте про человека, с которым вы работаете, что он живой, и он многого не знает, и ему просто страшно. Вспомните себя у стоматолога, когда хочется прям-таки почти что в обморок упасть. Вот примерно то же состояние. Лично я у стоматолога всегда прошу комментировать, как в футболе, все свои действия. Ну, типа там беру такой-то инструмент, делаю то-то. Я вроде как себе это представляю и думаю, что в процессе участвую, и жить становится немножко легче. И часто с клиентами тоже применяю такую же технику работы, просто им вслух все проговариваю, озвучиваю, и они тогда успокаиваются. Когда им объясняешь, что ты просто отстригаешь ненужную часть мертвого ногтя, им сразу же становится легче. Ну а мы тем временем уже заканчиваем нашу обработку, и нам останется только наложить дышащую повязку и ждать 3 дня. После этого мы свяжемся с этой девушкой и разберемся, какие наши будут дальнейшие действия. Если воспаление сойдет на нет, то мы победили. Если же что-то пойдет не так, то у нас есть прихваты, есть свои хирурги. В общем, у нас все здесь уже схвачено и все подготовлено. Ну, а мы потихонечку завершаем. Что я могу вам сказать? Я, во-первых, хочу вас попросить поставить лайк и подписаться, а то что-то все просят, а я никогда не прошу. Вот я тоже сегодня вас прошу, пожалуйста, поставьте нам лайк, подпишитесь. Нам это важно, мы будем знать, что вам не все равно. Подпишитесь ради Лены, потому что Лена очень-очень старалась. Итак, накладываем нашу дышащую повязочку. И не забываем еще написать ваше мнение в комментарии. И, конечно же, не забудьте проявить такт относительно нашего клиента. Она была напугана, ей было страшно, но вроде как мы справились. Всем большое спасибо. Пока-пока. До новых встреч. С вами была Алена.